Привет, ребята! Совершенно не планировал снимать никакого видео, но просто видел эту халтуру, просто не мог ничего сделать. Но вот посмотрите, конечно, очень плохо против солнца, но посмотрите на грани. Они вообще не симметричны. То, что местные мексиканцы криво сделали лестницу, то ладно. Смотрите основание пирамид. Ну, явно видно, что дешевые халтурщики что-то тут напонтачили. Грани пирамид, смотрите, правую и левую сторону. Оно все кривое. Теотиуакан, точно так же, как и название этих пирамид, там пирамида Луны, пирамида Солнца, придуманы современниками. Там последние сколько-то сотен лет. Уже после того, как это все было построено, разрушено, забыто. И вот сейчас как раз вот очень хорошо видно, насколько здесь все сделано тяп-ляп. Просто куча камней свалена, ну и, конечно, современниками немножко подшлепано там. Хотя я так понимаю, что современники, когда это все штопали, им в геометрии понимали не больше нашего среднего трехклассника, который бы там точно бы смог это как-то так сделать более геометрично правильно. Как все криво, представляете, все криво. Ну елки-палки, там луч света, не знаю. А посмотрите на пирамиду. Ну вот как ни смотри, ну вот она вот полностью кривая. Смотрите на лестнице, на бока. Ну вот как тут не выравнивай. Ну все полностью криво. Понимаю, что здесь плохое освещение, в смысле против солнца, но вы посмотрите на кривизну этого сооружения. Ну невозможно не заметить его кривизну. Обратите внимание на то, как здесь все криво и косо построено. Вот посмотрите, например, на вот эту пирамиду. Она когда-то была четырех, как говорится, ступенчатая, а сейчас она пятиступенчатая. Посмотрите, например, на правый угол и левый угол. Ну нереально кривые. Конечно, пирамиды реставрировали. Ну, посмотрите здесь, вот здесь, например, видно, что верхушка пирамиды не реставрированная, и видно, что с ней случилось. И что самое интересное, что если посмотреть на египтян, египтяне все только рушат, а вот мексиканцы реставрируют. И теперь посмотрим, например, на центральную улицу. Вроде бы казалось, ну, центральную улицу там натянул, 2 веревки сделал. Вот я сейчас подхожу к самому центру. Вот самый центр, по которому все поднимаются. Вот самый центр. Вот смотрим. Ну, смотрите, здесь косо. Вот как не смотрите, вот все здесь косо. Вот косо здесь все. Говорят о замечательной геометрии. Вот посмотрите, 3 рядом, как говорится, погребали, или не знаю, как называть, туда, куда приносили пожертвования. Посмотрите, насколько они не перпендикулярны. Ну, вы посмотрите, вот если бы вы делали 3 штуки, вы не поставили бы их на одной линии? Ну, никак они, посмотрите. Вот 3 штуки, они между собой вообще никак не связаны. Так, как говорится, на глаз сделали. Обратите внимание, оригинальные нетронутые орнаменты. Как все прямо. Посмотрите на пол. Ну, елки-палки. Такой геометрии стоит только мечтать древним строителям. Я не видел нигде. 3 вот, ну, криво здесь все. Самое интересное, если возьмете Рим, который был строен приблизительно в ту же самую эпоху, у него там все под линеечку, водостоки подсчитаны там до градусов, чтобы вода стекала не слишком быстро и не слишком медленно. Возьмите египетские пирамиды там с точностью до нескольких минут. А тут, ну, никак. И самое интересное, что ни те, кто строили, ни те, кто реставрировали, не могли ничего нормального сделать. Когда храмы строятся много лет, или там существует много лет, там сотни лет, земля поворачивается, и так как меняется угол солнечного луча, то храм понемножку поворачивается. Здесь просто сделано все просто тяп-ляп. Как бы здесь нет никакой ориентации, здесь прочая куча камней, которые туристы пытаются втянуть как какая-то уникальная штука. Ну, конечно, старый город, он там более-менее имеет какую-то там многолетнюю историю. Там не 1000 лет, но по сути просто груда камней и куча места жертвоприношений, куда люди сносили, грубо говоря, свои оброки, так называемые. Смотрим макеты, то видим, что улицы на макетах тоже такие немножко кривоватые, видите, здания не параллельные. Но пирамида практически идеальная. То есть они, ну, как бы сделали что-то неправильно. То есть либо должны были сделать кривую пирамиду,
и все кривое, либо должны были сделать все правильно. Они половину сделали так, половину так. Значит, они не обращали внимания на то, что делают. Если возьмем вот эту пирамиду, которая, ну, явно видно, что она не прямая, да? То есть она явно, ну, тоже кривая, но она кривая по-другому. Естественно, верхушка не совпадает. То есть они в любом случае делали все настолько неаккуратно, то есть и макет плохой, и все, что там построено, тоже очень плохо. То есть, ну, либо сделайте тогда здесь правильно, а там все криво, либо сделайте здесь точно так же криво, как на самом деле. Ну, конечно, можно сказать, что они здесь пытались сделать, мол, они здесь пытались сделать так, как должно было быть, еще какой-то третий вариант. То есть и не прямо, и не так, как там, а как было на самом деле. Но как бы, ну, здесь, например, видно, что лесенки как минимум, ну, более-менее лесенки выровнены, хотя основание кривое снизу. Если вы думаете, что ваши познания там в геометрии меньше, чем у этих ребят, напишите в комментариях. Но я вас уверяю, что это все просто такой большой-большой-большой лохотрон, который нам ученые пытаются преподнести как какую-то супер-мега-вау. На самом деле ребята просто так более-менее пытались что-то сделать.